Приветствую всех! Очень рад вас видеть на своем канале. Давно у меня не было новых видео по рынку, а все потому, что я был занят немножко другими делами, а именно я занимался написанием своих собственных индикаторов. В более ранних видео я делал обзоры на рынок и использовал различные рисунки на графиках, использовал общедоступные индикаторы для того, чтобы оценивать текущее положение рынка. Также мы смотрели он-чейн метрики некоторые, которые помогают определять, например, значение дна по биткоину для того, чтобы совершить как можно более выгодную покупку. И вот это метание по разным сайтам, по разным индикаторам, по разным графикам немножко сбивает с толку, и ты тратишь время на то, чтобы из разных источников получать информацию и в конечном итоге собрать общую картину из этого всего. Плюс иногда я использовал и разные индикаторы. Несомненно, есть хорошие, есть плохие. И кто-то скажет, что индикаторы это все отражение прошлого. Я с этим соглашусь, потому что все, что мы знаем о рынке на данный момент, это то, что у нас было в прошлом. И на основе уже этого прошлого мы можем, используя инструменты, которые, например, анализируют более ранние цены, анализируют поведение этих цен, анализируют низшие точки, ценовые отметки на графике, анализируют высшие точки, и с помощью каких-то математических моделей они выстраивают нам некоторые вероятности, на которые мы можем опираться, чтобы в будущем принять какое-то более правильное решение. Ну, грубо говоря, купить тот же биткоин не на хае, а купить его возле его донных значений, тогда, когда он недооценен. Я озадачился этим вопросом и решил, что мне нужны свои собственные индикаторы, которые будут отражать именно мое видение рынка и в которые я заложу тот инструментарий, который будет помогать мне при определенных ситуациях. За это время, пока вот на канале не было новых видео, я смог сделать и протестировать 5 индикаторов. Вы видите их слева, они сейчас у меня все неактивны. И я хотел бы показать вам, что они себя представляют, как они работают и как они смогут помочь нам в ближайшее время. Потому что медвежий цикл, он будет уже завершаться в конце этого года. И если мы хотим заработать деньги на крипте, нам нужно в очень правильное время. Не скажу, что прям филигранно, но при использовании некоторых метрик и индикаторов войти в долгосрочную сделку можно приобрести, допустим, биткоин на споте для того, чтобы уже продать его с не менее чем 5 иксами, например. В одном из прошлых видео я рассказывал свою стратегию, как я работаю на этом рынке. Стратегия достаточно консервативная. Понятно, что будущего никто не знает, но она позволяет вовремя войти в рынок и также вовремя из рынка выйти. Опираюсь я в этой стратегии на цикл биткоина, об этом я писал и в телеграм-канале. Также я смотрю значения метрик, чтобы понять, действительно ли у нас все идет по циклу или нет. В телеграм-канале можете перейти, почитать. Там все расписано кратко, но понятно. Эти индикаторы, которые я написал, они как раз и помогают собрать всю информацию на одном графике, не прыгать постоянно по ончейн данным, не смотреть метрики, а использовать все в едином окне для того, чтобы у нас сформировалась наиболее полная картина на криптовалютном рынке, на текущем. Давайте без долгого вступления начнем. Итак, первый индикатор – это у нас биткоин buy зоны, то есть это зона покупки биткоина. Я его активирую и давайте посмотрим, что он из себя представляет. Так, это немножко спустим. Итак, что мы здесь видим? Значит, я здесь взял график биткоина к доллару на Coinbase. Здесь у нас история с 2015 года, то есть это 11 лет. И мы видим, как на протяжении этого времени у нас отрабатывает данный индикатор. Значит, внизу мы видим зону, в которую приходит цена на медвежьем рынке. Она в эту зону сильно не погружается, буквально заходит на непродолжительное время. Здесь это было в 2022 году, грубо говоря, 2 месяца цена провела в этой зоне. То есть в этих зонах совершаются спотовые покупки для того, чтобы можно было вытянуть хорошее движение. Этот индикатор также включает в себя метки, которые появляются при погружении цены в данную зону, а также подсвечивается область зеленым цветом, тогда, когда цена у нас погружается в эту зону. Так, пробежимся по настройкам, что включает данный индикатор. Здесь есть
самая важная настройка – это ширина зоны, количество стандартных отклонений. Для чего эта настройка нужна? Потому что в процессе написания индикатора я заметил, что на разных графиках биткоина, ну, допустим, мы открыли Coinbase, мы можем открыть Bybit, мы можем открыть Binance и так далее. То есть сам график будет от разных, так скажем, поставщиков, он одинаковый, но индикатор на него ложится немножко по-разному. И для того, чтобы нам сделать его более точным, подобрать значение под источник, который предоставляет нам этот график, сделана вот эта настройка. То есть мы можем ее менять в зависимости от того, как индикатор ложится на данный график. На данном графике от Coinbase у нас настройка идеальная, я считаю, что это 2,1. Можем спуститься до двойки, и вы видите, что эта зона начинает подниматься вверх. Если вы видите, что, как в данном случае у меня сделано на настройках, цена на медвежьем рынке на дне проводит, допустим, здесь 1 месяц. Если вы считаете, что вам этого достаточно для совершения покупки, то оставляйте вот такое значение индикатора на этом графике, да? Либо под каждый график просто подстраивайте свое. Если вы не желаете вот этих дожидаться значений, можно сделать настройки немножко по-другому, и у вас уже будет больше, так скажем, простора для принятия решения. Я здесь оставлю вот такие настройки. Здесь также есть настройки цветовой зоны, цвет границы зоны и так далее. А также стиль линий. Ну, это уже каждый настроит под себя как хочет. Что мы здесь видим? Прямо сейчас мы здесь видим, что мы еще не пришли вот к этой зоне покупок, назовем ее так. И судя по этому индикатору, хорошая цена для покупок у нас возникнет после пересечения ценой значения где-то 45 тысяч долларов. Опять же, если цена будет спускаться здесь плавно, то и зона будет это опускаться немножко сюда, ниже, также плавно. Если мы видим резкий удар ценовой, то зона не успевает спуститься, потому что она математически рассчитана из всей истории цены биткоина, и при резких скачках цена туда погружается молниеносно и буквально находится там несколько дней, да, и уходит выше. Понятно, что это форс-мажор, это был у нас ковидный дамп, его никто, так скажем, особо не ожидал, это исключение, пускай из правил, да, будет. Но вот эти зоны на медвежьих рынках, допустим, вот, пожалуйста, ноябрь, декабрь 18 и следующая у нас зона идет, это ноябрь, декабрь 22 и мы ожидаем как раз ценовые значения интересные в ноябре 26 Так, это был первый индикатор, потом я включу их все вместе для того, чтобы посмотреть более полную картину. Мы переходим пока к следующему. Я это выключаю. Перед тем, как включить следующий индикатор, я бы хотел показать вам график, который я обозревал в одном из своих видео на канале, а точнее даже в нескольких видео. Здесь я вручную нанес циклы биткоина, а также халвинги. Отмечены хаи, отмечены лои, отмечено количество баров и дней, которые проходят на медвежьем рынке. Потом у нас идет бычий рынок, потом медвежий рынок, потом бычий рынок. И отмечены также все халвинги по датам. И это позволяет нам видеть цикличность биткоина. Опять же, для того, чтобы понимать вообще, работают ли циклы, есть ли они, и когда нужно нам принимать то или иное финансовое решение. Ну, например, дождаться прихода цены в эту зону и совершать покупку уже даже больше не опираясь на цену, а опираясь на временной интервал. То есть конец медвежьего рынка, совершаем покупку. Приходим к завершению бычьего рынка, совершаем продажу. Но вот это все, это, так скажем, рисунки от руки. И я понимаю, что одно дело смотреть на это все со стороны зрителя, и другое дело открыть график, разобраться с настройками со всеми и сделать себе такие рисунки и уже наблюдать. Не у всех есть на это время, я это прекрасно понимаю. Не все до конца разбираются с TradingView, с его настройками. Поэтому давайте вернемся на наш график пустой. Именно поэтому я сделал такой индикатор, который у нас учитывает и показывает уже все медвежьи рынки, бычьи рынки и халвинги. Здесь у меня отмечены халвинги, это желтая линия, вот подписана. Топ – это максимальная ценовая отметка в бычьем цикле. Боттом – это дно, грубо говоря, на медвежьем рынке. Так, давайте вот удалимся. Вот так. Здесь уже все рассчитано в индикаторе математически, то есть он сам считает, сколько проходит времени, там вычисляет среднее значение, рисует это все, видит бары, обозначает. Мы видим здесь, что есть еще подсветка фона. Подсветка фона у нас зеленая – это бычий рынок,
Красное – это медвежий рынок. Здесь все очень показано наглядно, потому что вам не надо ничего рисовать лишнего самим. То есть вы открыли эту картинку и видите всю цикличность биткоина уже. То есть, что можно сказать по текущим ценовым отметкам? Мы находимся в медвежьем цикле. Значит, медвежий цикл у нас планируется пока этим индикатором до октября 2026 года. Естественно, каждый цикл, он немножко индивидуален. То есть, здесь вот побольше времени прошло, здесь чуть-чуть поменьше. Сколько будет здесь точно непонятно. Он дает нам просто некие ориентиры. И опять же опирается на математический расчет. Может будет так, как он посчитал, а может будет немножко дольше, там на пару недель, да, на месяц. Никто этого не знает, но мы хотя бы видим не весь путь в дальнейшем, не всю дорогу, да, а какой-то вот участок, по которому мы можем ориентироваться. Что мы здесь видим? Что медвежий рынок еще не завершен, что падать еще есть куда, и что решение о покупке биткоина на споте как раз нужно принимать после подхода цены вот к этому временному интервалу. Начиная с октября 2026 года уже можно присматриваться к покупкам и смотреть, какая будет цена. Что здесь еще интересного? Здесь отмечен будущий халвинг, примерный пока. Точной даты пока, конечно же, неизвестно, но приближенная дата, она вот такая, которая отмечена индикатором здесь. И здесь даже есть примерное окончание бычьего рынка следующего. То есть этот индикатор, он немножко смотрит еще в будущее. Я тоже думаю, что он крайне будет полезен, особенно людям, которые предпочитают совершить несколько или одну крупную покупку актива и дождаться уже его роста для того, чтобы продать, а не постоянно там занимается куплей-продажей. Для активных трейдеров среднесрочных я также планирую сделать индикаторы для того, чтобы видеть вот текущий перегрев рынка, допустим, да, или наоборот. Но это уже мы с вами потом все обсудим. Таким образом, вот второй индикатор. Давайте посмотрим его быстренько настройки. Это, как правило, здесь цветовые настройки. И здесь по умолчанию он высчитывает дни, которые мы тоже можем поменять немножко. То есть это медвежий рынок, длина примерно средняя, да, он рассчитал. А это уже длина бычьего рынка. Опять же, что-то мы сможем в будущем скорректировать вручную здесь и понимать дальнейшие наши действия, исходя из этого. Так, отключаю. Давайте следующий индикатор. Следующий индикатор у нас называется это трендовая линия на биткоине. Индикатор простой, и он показывает линию, которая определяет, так скажем, или отражает направление тренда. Тогда, когда цена у нас выходит выше этой линии, начинается бычий тренд. И линия окрашивается зеленым цветом, то есть идет рост. Тогда, когда цена у нас уходит под эту линию, начинается уже медвежий тренд. И линия окрашивается в красный цвет. Настройки этой линии можно поменять, можно сделать ее и не двухцветной, а одноцветной, сейчас покажу. То есть тоже это наглядно показывает нам, какой сейчас тренд, медвежий или бычий. Также эта линия выступает своеобразным сопротивлением, когда цена уходит глубоко под нее и возвращается на тестирование. Здесь, допустим, можно было взять отличную сделку в шорт и вытянуть хорошее движение. Согласно этой линии у нас вот бычий рынок начался в марте 2023 года, и можно было уже уверенно совершать покупки, да, те, кто не любит брать на самом дне, потому что цена может упасть еще ниже. Это такое подтверждение ценовое, когда цена выходит за границы вот этой линии и начинается уже активный рост, когда цена не уходит ниже этой линии. Да, она приходит к ней, это самые выгодные моменты для наращивания, так скажем, позиций. Вот. Сейчас, конечно же, мы ушли ниже этой линии, она окрасилась в красный цвет. Можем ли мы здесь вернуться на тест этой линии? Я считаю, что можем. Если цена здесь какое-то время еще будет стоять, консолидироваться, линия будет немножко опускаться, цена будет снижаться, и мы можем даже прийти к ней, как вот здесь, и уйти ниже. Опять же, это никакая не гарантия, просто есть такая вероятность, есть. Значит, что здесь в этой линии есть по настройкам этого индикатора? Здесь можно выбрать тип скользящий, различный. Здесь можно выбрать период. Опять же, исходя из графика и из своих каких-то торговых предпочтений, да. Здесь можно выбрать дизайн линии, ну и цвет. Также здесь можно подсвечивать фон по тренду. То есть он вот так будет выглядеть. Мы также видим тренды. То есть зеленое это рост, красное падение. И здесь есть функция показывать метки разворота тренда. Они появляются вот на графике, о чем я и говорю. Также для более удобного визуала. Я их выключу.
Так, с этим индикатором тоже мы разобрались. Идем дальше. Дальше у нас идет индикатор, который основывается на ончейн данных. То есть, чтобы нам постоянно не прыгать по различным ончейн сайтам, метрикам, я написал такой индикатор, который у нас отражает полностью метрику биткоин MVRV и опирается на ончейн данные, да, здесь видно. Ну, вкратце, об этой метрике я уже рассказывал в одном из своих прошлых видео, а также я писал несколько постов в телеграм-канале. Здесь смысл в том, что у этой метрики есть верхняя ценовая зона, я ее обозначил на индикаторе как 2,5, и нижняя зона это единица. Так вот, когда у нас показатели данной метрики уходят ниже единицы, как было, допустим, вот здесь, в этом временном промежутке, да, или вот в этом, это означает, простыми словами, что наступает очень выгодное время для спотовых покупок. Здесь мы видим, что было сначала одно погружение, потом цена немножко вышла за эту линию, потом второе погружение. Как будет сейчас, мы не знаем, но уже здесь можно было совершать спотовые покупки для того, чтобы уже вот какую прибыль можно было фиксировать. Понятно, что до конца сидеть не нужно, но при появлении определенных сигналов можно было уже закрываться смело на 400% прибыли. Обычно, значит, на медвежьих рынках мы видим значение где-то 0,7-0,85. Это уже значит, что дно где-то вот прям очень-очень близко. Как будет на этот раз, я не знаю. Никто не знает будущего. Но этот индикатор также, он, что удобно, он в едином окне нам все показывает. Ончейн данные. И также, когда у нас график выходит за эту зону 2,5, здесь появляется зона, которая окрашивается другим цветом. Это значит, что рынок у нас перегрет. Рынок перегрет, и здесь идут активные продажи. Продажи участников рынка крупного капитала. Здесь мы видим были вот огромные продажи. Ну, и здесь тоже. Мы видим, что здесь пики уменьшаются. Опять же, каким будет следующий рынок, никто не знает. Это все мы опираемся на прошлое. Ну, в принципе, этих данных достаточно. Можно сделать себе, например, ориентир. Возможно, следующий бычий рынок остановится на значении 2, например. Посмотрим здесь также на настройки. Здесь есть способ расчета MVRV, да, сглаживание, низкий уровень, высокий уровень. То есть мы здесь можем просто задать, допустим, двоечку. И уже при приближении цены к этому значению мы уже будем принимать решение о продаже, например, нашего спотового биткоина. Также здесь та линия, все понятно. С этим индикатором, да? Давайте дальше. Я его пока выключу, чтобы он нам тут не мешал. Последний, пятый индикатор. Это тоже индикатор из ончейн данных. Тоже я его обозревал в телеграм-канале. То есть это реализованная цена биткоина долгосрочными держателями. Этот индикатор, он предусматривает у нас разные источники данных. Вот это агрегированный источник. Здесь все держатели указываются. И есть так называемый кастомный тикер. То есть, если у вас есть доступ к каким-то платным ончейн метрикам, вы можете здесь выбрать кастомный тикер. Естественно, здесь все пропадает. И здесь уже ввести свой тикер платный. И тогда вы уже будете видеть непосредственно данные из ончейна. Самые свежие, так скажем, данные. Здесь у меня есть описание, чем они отличаются. Данные немножко отличаются, да, от кастомного тикера и от бесплатных данных ончейн. Но для большинства пользователей я считаю, что подойдет и те данные, которые сейчас используются в индикаторе для того, чтобы вполне себе понятно анализировать рынок. Также сделаны цвета линий. Здесь еще есть у меня диагностика источников данных, то есть источник, который мы используем сейчас, видно, что он работает. Это у нас кастомный тикер. И здесь у нас данные из ончейна. Можно эту таблицу убрать, она нам не нужна. Здесь также можно активировать подсветку области, когда цена ниже линии. С этим все понятно. И настройки линий. Здесь также мы видим, что когда у нас цена текущая уходит ниже цены реализованной всех держателей, у нас наступает, так скажем, идеальное время для покупок. То есть это получается, мы видим дно биткоина. Кто хоть раз смотрел метрики, понимает, о чем здесь вообще речь. И давайте теперь комплексно проанализируем вкратце текущее состояние рынка, используя все индикаторы. Давайте включим все, что у нас есть. Немножко здесь слишком всего получается много.
Но можно смело убрать трендовую линию, она нам пока не нужна, потому что мы здесь никакие сделки не делаем. И что мы видим? Мы видим то, что в целом все эти индикаторы по большому счету служат для единой цели. Для того, чтобы мы смогли совершать самые выгодные покупки на дне рынка. То есть они все позволяют нам определять дно рынка. И сейчас это будет очень актуально, потому что как раз мы к дну-то и приближаемся. То есть для меня это очень удобно открыть все в едином окне. Давайте немножко тоже лишнее уберем. Вот халвинги и циклы нам тоже не нужны. Оставим только вот это, то есть зона покупок, реализованная цена и метрика MVRV. И что мы здесь видим? Мы видим, что сейчас мы находимся в медвежьем цикле снижения. У нас есть запас для падения, то есть по вот этой данной метрике реализованной цены, как правило, цена уходит ниже этой зоны. И так получается, что зона индикатора покупок, как раз цена войдет в эту зону, и это будут идеальные значения для спотовых покупок. Здесь линия окрасится в красный цвет. Здесь вот видите, она окрашивалась, и здесь то же самое, когда цена зайдет в эту зону. То есть только благодаря вот этим индикаторам мы уже видим, на какой стадии мы находимся, и понимаем, что окончательное падение, оно еще должно быть впереди, как правило. Понятно, что рынок нам ничего не должен, как, собственно, и мы ему, да. Как будет в этот раз, никто не знает. Но теперь вот у меня есть такие инструменты, которые позволяют видеть, так скажем, немножко больше, чем видит 90% участников рынка. И я говорю про обычных людей, таких как мы с вами, которые принимают решения о покупках или продажах криптовалюты. И некоторые залетают на хаях, что делать категорически нельзя, даже послушав там каких-то блогеров, каких-то в кавычках экспертов. Нужно всегда думать своей головой. И для того, чтобы принимать взвешенные решения, конечно же, когда перед тобой вот есть такая картинка, ты сразу все понимаешь, в какой зоне мы сейчас находимся, в каком рынке мы сейчас находимся. То есть можно переключаться между индикаторами и уже понимать, когда мне нужно совершить какое-то решение. То есть решение о покупке, решение о продаже. Сейчас все эти индикаторы служат для единой цели. Это оптимально определить дно рынка и совершить покупку. Будь то это опора на, так скажем, календарь, либо это опора на реализованную цену, либо это опора на индикатор зоны покупок. То есть видим, что на истории отрабатывает он хорошо. Как будет здесь, посмотрим. Это интересно, то есть проверить это уже на практике. Свою стратегию на этот рынок, я думаю, что и в ближайшее время тоже запишу видео и об этом поговорим. Но для тех, кто хочет уже сейчас это все узнать, ничего сложного там нет. Смотрите видео, я постараюсь приложить ссылочку, либо просто найдите на канале видео, либо я сейчас прикреплю ссылочку, она выйдет вверху. Посмотрите, как я рассказывал о том, как можно заработать на крипте особо без супер высокого риска. Да, риски есть везде, даже в банковских вкладах, но банковские вклады дают сейчас, дай бог, 15%, там некоторые уже 13-12% годовых. Здесь можно сделать за 3 года, именно столько длится цикл бычий, можно сделать, там, грубо говоря, x5, но на самом деле можно и больше. X5 это прям супер консервативно. Поэтому я продолжу пополнять набор своих индикаторов, продолжу их делать. Как раз сейчас я еще работаю над уже следующими индикаторами, которые как раз позволят у нас определить, когда рынок уже перегрет и когда пора совершать продажи. Потому что по истории гораздо проще определить дно рынка, нежели определить его хаи. Потому что вверху у нас истории нет никакой, нам опираться не на что. Внизу есть история, нам проще с ней работать. Вверху истории нет. Поэтому, опять же, здесь нужны ончейн данные, математические расчеты и так далее. Если кто-то задастся вопросом установки этих индикаторов себе, я сейчас над этим вопросом думаю, как лучше поступить. Естественно, в бесплатном доступе их не будет. То есть я свой труд бесплатно раздавать не собираюсь, не вижу в этом никакого смысла. Прежде всего, делаю их для себя. И если вы хотите тоже пользоваться этими индикаторами, тем более, что я планирую их дорабатывать, планирую их обновлять, совершенствовать, не забрасывать разработку. Если вы хотите приобрести их себе, то есть, скорее всего, это будет просто покупка, скорее всего, годовая. То есть вы один раз оплачиваете, я вас добавляю в TradingView, подключаю к этим индикаторам, и вы ими на протяжении года пользуетесь. Я думаю, будет и честнее, и проще, потому что с какими-то реферальными историями, как сейчас делают очень много блогеров,
связываться у меня нет желания, потому что у людей есть у всех уже аккаунты на разных биржах, и вот это перенос аккаунтов от одного к другому, вот эти вот зарегистрировать новые аккаунты на какие-то левые документы, это, конечно, я считаю, что не совсем правильно. Гораздо честнее будет просто приобрести доступ и уже спокойно пользоваться. Как вот я приобретаю доступ к TradingView, да, есть разные там тарифы, разные пакеты у меня максимально для того, чтобы я мог работать с индикаторами. Также оплачиваю на год, никаких проблем, пользуюсь, все работает. Потому что не крипта здесь одна у нас в TradingView, да, а есть еще и другие активы, и рубль-доллар там, и валютные пары, и золото там, и много-много всего, и акции, на которые тоже, кстати, можно делать различные индикаторы, опираясь на какие-то данные. Но об этом уже, я надеюсь, в будущем мы с вами поговорим. То есть я оставлю контакт, просто либо переходите ко мне в Telegram, там есть контакт для связи, напишите, и либо можно пока в лист ожидания, так скажем, пока доступ к ним еще я не открываю, дождаться, пока я сделаю следующие индикаторы, либо уже, я думаю, что у меня есть такое желание, по крайней мере, для таких вот неторопливых инвесторов, как мы с вами, я планирую довести количество индикаторов, ну, может быть, там хотя бы 7, 8, 9, 10, собрать некий такой вот пакет инвестора, так скажем, набор инвестора, да, уже, значит, можно будет приобрести эти индикаторы себе и пользоваться. Также, если какие-то новые индикаторы появятся, а вы уже оплатите, значит, пользование, то эти индикаторы тоже у вас появятся, опять же, в рамках вот этой вот идеи. То есть торговые индикаторы, они, если я их буду писать для людей, кто активно занимается торговлей, то это будет уже отдельная история, потому что не всем нужны торговые индикаторы, зачем им включать их в этот набор, да? Здесь набор я формирую именно для тех, кто играет в долгую, играет в долгосрок, кто верит в циклы, кто верит в биткоин, давайте скажем так, прямо, да, кто верит в биткоин, кто верит в рост биткоина. Поэтому, кому интересно, пишите, телеграм-канал подписывайтесь, там есть контакт, пишите по поводу индикаторов туда. На этом, думаю, что видео буду заканчивать. Если у вас есть какие-то идеи, какой индикатор еще написать, чтобы включить в этот вот пакет, вы считаете, что он очень нужный. Возможно, где-то какие-то данные откуда-то будут подтягиваться, что мы получим благодаря этому индикатору какую-то информацию, где входить, где выходить, продажи там и так далее, и так далее. Можно это все оставить в комментариях на YouTube. Я все комментарии читаю, отвечаю. И если что-то будет действительно интересная какая-то идея, можно попробовать будет ее реализовать в виде индикатора. Напоминаю, что есть телеграм-канал, подписывайтесь, по индикаторам там есть контакт, пишите. На этом буду прощаться, всего хорошего и до новых встреч, пока.